Всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне на видео. Меня зовут Марина. Сегодня я хочу сделать косметичку на ближайшие 15 дней, на январь месяц. Я хочу возобновить снова эту, как можно сказать, рубрику, потому что я сейчас нахожусь уже в Греции, и всякая моя косметика здесь. Поэтому я решила снова снимать косметичку на ближайшее время. И мне удобнее так, потому что сразу все будет в косметичке и буду краситься. В общем, давайте без лишних разговоров я начну и покажу вам, чем я буду пользоваться на ближайшие 15 дней ноября месяца. Все та же база от Catrice, все никак не могу ее закончить, и очень мало, кстати, осталось. Не буду тоже долго останавливаться. Среднего качества, повторять не буду ее. Мой SPF, я всегда пользуюсь SPF и зимой, и летом, поэтому я тоже постоянно пользуюсь SPF, и она у меня будет всегда в косметичке. Следующее. Взяла вот такой тональный крем. Я недавно его купила, решила заново им пользоваться. Давно им не пользовалась и решила купить у меня в оттенке 010. Это знаменитый катрисовский HD Liquid тональный крем. Достаточно светлый цвет, но мне подходит, так как я не загораю. Думаю, все знают этот тональный крем. Очень хороший, очень подходит хорошо для комбинированной и жирной кожи. Вот этим тональным я сейчас пользуюсь, так как другие у меня уже все закончились, и решила повторить этот тональный крем. Консилер у меня будет от Astra. Очень понравился этот мне консилер. У меня в оттенке 03. Это достаточно темный цвет. Мне подходит, потому что я потом прохожусь белой пудрой. И очень хорошо замазывает синячки. Он не забивается, можно сказать, в морщинки. Я его полюбила. Мне он очень-очень даже подошел, но его надо припудривать. Он не полностью фиксируется. Очень хороший консилер, мне он понравился. Также у меня будет консилер от Catrice, камуфляж, очень хорошая, намного лучше, чем старая версия. У меня в оттенке 15. Я им больше замазываю синячки, какие-то пятнышки. В общем, очень хороший консилер. Мне он нравится и мне он подходит. Следующее. Для бровей у меня все то же самое. L'Oreal Brovist Brow Artist. Все, никак его не закончу. Ищу себе прозрачный гель. Никак не могу нормальный найти подходящий. Ну, кое-что я приглядела, может быть, на днях закажу. У меня в 08 оттенке. Думаю, многие знают. Очень хороший, но что-то мне уже он принадоел. Надо уже поскорее от него избавляться. Также подводка от Essence, новинка которая, но я от него не в восторге. Потому что он у меня отпечатывается на веки, и он далеко не водостойкий. Вот такой он. Он отпечатывается, девочки. В общем, хорошо, что он стоит бюджетно. Не знаю, насколько он хватит, высохнет он или нет, но он у меня отпечатывается, плюс он не водостойкий. Я и веко припудрила, и на базу наносила. Как-то он не очень, и я от него не в восторге. Также у меня для бровей вот этот карандаш. Я его заказывала с Алиэкспресс. Ему 100 лет в обед. Так вот он называется. Этот бренд есть на Алиэкспресс. Хороший карандаш. Он не рыжит, не краснит. Хорошая такая щеточка. Вот такой карандаш. Прорисовать проплешины. Мне он нравится. Он и не мягкий, и не твердый. У меня в оттенке 02.
Следующее, что я взяла, также я взяла себе карандаш от Rimmel. У меня в оттенке стоит это черный стойкий карандаш. Он из серии Скандал. Он и вправду очень-очень стойкий. Я им подчеркиваю межресничку или делаю стрелки. Вот. Его можно только удалить двухфаской. Он очень мягкий, дает вам время растушевать стрелку, если вы хотите, например, нарисовать им стрелочку. Также тушь у меня возьму Evelyn от Eveline Cosmetic. Это вот такая тушь Volume Celebration. Я ее использую только вот с праймером, потому что она моно не работает. Она удлиняет, но объем она не делает. Вот такая кисточка. Мне кажется, она уже тоже заканчивается. Ну и знаменитая база от Essence. Хорошая база. Пока она у меня есть. Тоже какая-то нескончаемая база. Также тушь от Essence. Lash Princess. Тоже водостойка. Но она... Хотя тушь водостойка, а это вот нет. Подвод. Такая же серия, которая... Но почему-то вот эти все эссенские и катрисовские туши начали сыпаться и комочками ложатся уже. Не знаю, почему. Я заказала, кстати, себе новую тушь. Покажу вам, от какого бренда. Первый раз, конечно, я заказала такого бренда. Но не знаю, пока я не хочу брать ни от Catrice, ни от Essence. Они начинают сыпаться. Хотя это водостойко, комочками ложатся. В общем, я не в восторге от этих тушей. Вначале они, конечно, очень даже хорошо красят ресницы, но сейчас они вот комочками ложатся. Вот видите, даже осыпалась уже, когда я открывала. В общем, как я сказала, она сыпется, вот она уже осыпалась. Уже она, можно сказать, в конце начинает плохо краситься. Не в восторге от этих тушей. Раньше они были намного лучше качества. Вот такую мелочевку сложила вот в эту косметичку. Плюс еще добавлю сюда помады. Давайте сейчас я покажу вам, что я выбрала, какие средства выбрала для лица. Выбрала вот такой вот бронзер. Все никак его не могу закончить. Не знаю, до конца года смогу или нет. Я его забыла взять с собой в Голландию, чтобы им там пользоваться. Красивый очень бронзер. Это их лимитированная была коллекция. Он люминос, он с шиммером, но очень красиво смотрится. Также взяла вот этот свой бронзер новенький, хороший бронзер, но он очень-очень пигментированный. У меня в оттенке 20, хороший, но его можно использовать как контуринг, потому что он такой темненький и более какой-то вот есть серый подтон, на мой взгляд. Но это, конечно, для темненьких девочек, для светленьких он не подойдет. Я не стала брать светлый, потому что он очень светлый, мне не подойдет. Он очень мягкий, но очень пигментированный. Его можно использовать как контуринг. Вот видите, какой у него оттенок. Он тоже немного сияющий. Также я взяла этот свой бронзер. Давно им тоже не пользовалась. От Essence. Glow Sun Club Natural. У меня во втором оттенке. Тоже очень красивый бронзер. Тоже такой вот. Он с серинкой. И тоже люминос. Вот. Хороший бронзер. Следующее, что я взяла. Взяла новый хайлайтер. Я вам показывала его в покупках. Шикарный хайлайтер. У меня сейчас постоянно рука тянется именно к нему. Он такой, знаете, не яркий и не блеклый. Вот его можно и днем наносить. Он вот прям подсвечивает вашу кожу. Шикарно просто хайлайтер, на мой взгляд. Смотрите, просто супер. Никаких блесток нет. В общем, хорошая ихняя новинка от Essence. Также я взяла вот этот хайлайтер. Он намного ярче.
Катрисовский у меня во втором оттенке. Ну, этот, конечно, яркий очень, но я его тоже использую и на лице, ну, вечером, конечно же, если выхожу куда-то, или на уголки глаза. Ну, ядреный. Так вот можно сказать, намного ярче, чем от Essence. Ну, тоже красивый очень хайлайтер. Так, давайте я теперь покажу вам, что я взяла. Я забыла вам показать еще один хайлайтер. Решила взять вот этот хайлайтер в стике. Приобретала я его в Голландии. Так, куда же мне его? Вот сюда давайте. Тоже очень красивый хайлайтер. Такой эффект у него влажный. Тоже понравился. Хочу тоже его использовать. Так, следующее. Давайте перейдем к румянам. То есть перейду к румянам. Взяла вот эти румяна от Eveline в стике, так как я взяла в стике и хайлайтер. У меня это в 3-м номере. Мне понравились эти румяна. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Но мне они очень даже понравились. Красивые. Вот. Такие взяла румяна. Также я взяла вот эти румяна, то, что я покупала себе в Круидвард магазин. Это сетевой магазин в Голландии. Их не как бы под бренд. Тоже шикарные румяна. Вот такой необычный цвет. Они не яркие, не блеклые. Мне они очень даже подошли. Ими, кстати, не напятните. Очень красивые такие вот нежные сатиновые румяна. И взяла румяна от Eveline. Минуточку, мешает мне это. Вот эти румяна от Eveline под номером 02. Тоже понравились мне эти румяна. Они тоже, видите, шиммерные, очень похожи на катрисовские румяна. Так. Да, они не такие яркие. Ну, конечно же, они не будут пятнить. Не знаю, как вам сейчас видно будет. Тоже у них такой золотистый отблеск есть. Красивые румяна, мне они очень понравились тоже. Также я... Что еще взяла? Взяла, да, пудра. Вот эта подсвечивающая пудра. Какая-то она нескончаемая пудра от Golden Rose. Она продается только в одном оттенке. Тоже подсвечивающая пудра. Хорошая, мне нравится. Но она такая каменная. Мне кажется, она никогда не закончится. Вот. Сияющая. Мне она подходит. Но она для беленьких девочек не подойдет, мне кажется. Потому что она немного... Потом кожа так чуть-чуть меняет цвет. Также я взяла себе пудру рассыпчатую от Revolution. I Heart Revolution. Я ей фиксирую тон и консилер. Очень хорошая пудра. Здесь очень много грамм. Так, сколько здесь грамм? Здесь 22 грамма. Хорошая пудра. У меня персиковая. Она до сих пор есть в продаже. Есть, по-моему, персиковая. Вот у меня персиковая, есть кокосовая, если не ошибаюсь. Потом есть еще шоколадная, по-моему. Ну, это более темненьких девочек. Хорошая пудра, но ей перебарщивать, конечно, не надо, потому что она делает сахару. Но она больше подходит для комбинированной и жирной кожи. Потому что она такая вот может высушивать кожу. Так, давайте перейдем к самому интересному, к палеткам. Извините, девочки, я забыла про помады. Давайте сначала вам покажу помады, а потом перейду к палеткам. Взяла вот эту помаду от Golden Rose, Vinyl Gloss. У меня в оттенке 01. Очень люблю там помаду, она достаточно стойкая и
как вам сказать, ее не чувствуете на губах, она не высушивает вам губы. Ну, в общем, мне нравится эта помада, я ее наношу даже без карандаша. Так, следующая помада тоже будет от Golden Rose, тоже ее надо уже добить. Ее вот осталось совсем немного, тоже в первом оттенке. Это серия Satin липстик. Очень хорошая помада, очень комфортная. Ну да, не стойкая, она такая вот сатиновая, но я ее тоже очень люблю. И сейчас тоже постоянно беру вот эту помаду от Maybelline. Super Stay у меня в оттенке 0,5, но я ее наношу на бальзам. И сверху я наношу блеск, потому что она высушивает очень губы. И вот прям вы чувствуете эту помаду. Но цвет, конечно, мне очень нравится. Вот ради цвета я ее использую. Мне очень нравятся вот такие вот цвета. Красивый цвет. Но вот, чтобы она не скукоживала вам губы, надо наносить ее на бальзам. И сверху я наношу прозрачный блеск для губ. Карандаш у меня для губ будет только один, и то я его взяла для вот этой помады, чтобы более стойко было. 145, это бренд Sixteen, хорошие там карандаши для губ. Мне нравятся, они очень мягкие, достаточно стойкие. Вот, ну а теперь давайте я покажу, какие палетки я выбрала. Палетки я выбрала всего 3 штучки. Взяла вот эту одну из своих новинок, которую я приобрела в Нидерландах. Это говорю, от Revolution Forever Dynamic. Очень красивая палетка, мне она очень нравится. Здесь есть зеркало. Такая вот классическая, на каждый день палеточка. Здесь к каждому цвету и подходящий блеск. То есть шиммер. Давайте я вам покажу сначала матовые. Вот такие вот оттенки. Шикарная просто палитра коричневых цветов. Ну, первый не видно. Он очень светленький. Хорошего качества палетка. Мне она понравилась. Так, давайте я вам покажу сейчас шиммеры. Шиммеры здесь очень красивые, мне они очень нравятся. Они такие вот этот очень красивый, он чуть-чуть помягче, чуть-чуть рыхлее, а вот эти более уже не рыхлые, они не сыпятся. Вот этот чуть-чуть вот сыпется, но он очень-очень яркий. Вот такие вот цвета. Такая палетка, знаете, вот на каждый день. В общем, вот такая палетка у меня будет. Также взяла себе палетку от Beauty Bay. Очень красивая палетка, очень качественная. Эти палетки от Beauty Bay многим нравятся, потому что у них качество очень хорошее. Очень мне нравятся такие цвета. Это мои цвета, это любимые мои цвета, можно сказать. Да, цвета летние, но мне кажется, можно здесь еще сделать макияжи, так как у нас до сих пор тепло, у нас 22-23 градуса, у нас бабье лето здесь в Греции, в общем, вот здесь очень красивые цвета, просто шиммеры с заглядением. Давайте я вам покажу только шиммеры здесь, матовые, мне кажется, они достаточно такие банальные цвета, вот, посмотрите, какая красота, просто супер. Яркие, ядреные. Смотрите. Обожаю. Особенно вот этот цвет мне нравится. В общем, люблю я эти розовые цвета. Вот такая у меня палетка будет. Также я себе взяла палетку от W7. То, что у меня была новинка. Я ее приобрела в Нидерландах. Давно искала. И там как раз на сайте купила. Очень красивая палетка. Мне она нравится. Тут цвета красивые, что шиммерные, что матовые. Пару раз делала макияж, но, конечно, не со всеми цветами. Очень понравился вот этот дуохром. Ну, вот блестяшки здесь просто шикарные. Давайте я вам покажу парочку цветов,
чтобы не было длинным видео. Смотрите, какой красивый дуохром. Просто супер. Очень нравится мне эта палетка. Цвета, конечно, шикарные. Смотрите. Блестяшки, просто заглядение. Особенно вот этот дуохром. Так, еще какие бы цвета показать. Ну, в общем, я в восторге от этих блестящих цветов. Вот, красота. Ой, какой он жирненький, посмотрите. Просто супер. Ну, давайте я вам покажу пару матовых. Мне очень нравятся вот эти вот темные бордовые цвета. Очень красиво переносится. Вот этот как сатиновый цвет. Так, какой бы вам... Давайте вот это тоже. Ну, вот это бестолковая вещь, знаете, надо мне ее убрать. Какой-то вазелин просто. Мне кажется, если нанести на него тень, они просто возьмут и скатаются. Ну, вот, смотрите, какие матовые. Ну, можно сказать, не отличается от худы. Поэтому я ее приобрела. Смотрела обзор, и она мне очень понравилась. В общем, девочки, вот такая у меня будет косметичка на первые 15 дней ноября месяца. Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.